Привет, это Тостер. У нас реальные обзоры и тесты бытовой техники. Если тема вам интересна, если выбираете технику, ищите Тостер. Смотрите и читайте на любой удобной площадке. Это видео точно для тех, кто выбирает стиральную машину, причем с сушкой, и вместительную. А еще оно точно для тех, кто следит за современными технологиями в бытовой технике. Gressel. В России этот бренд, он новый, но вообще-то основан он в 2010 году. Бренд международный, как сейчас часто бывает. Корни швейцарские, но разработка и производство разнесены по разным странам, площадкам. В частности, стиральные машины собираются на мощностях такого известного производителя современной бытовой техники, как TCL. Сейчас же как? На рынке российском появляются новые бренды бытовой техники, и сразу понятно, какой совсем новый, а какой уже с бэкграундом по ассортименту в разных товарных группах. И вот на сайт Gressel или на маркетплейсы российские, если зайти, видим ассортимент широкий и разный, что говорит о некотором уже опыте присутствия на российском рынке. Окей, ищем то, что нам нужно. Стиральную машину Gressel UWS 601 находим, видим, кстати, стоимость, и далее я расскажу о ней все самое главное. Круто, кстати, что есть о чем рассказывать. Знакомьтесь! Стирально-сушильная машина Gressel, полноразмерная, глубина 62 сантиметра с загрузкой до 10,5 килограмма. Это для стирки, для сушки до 6 килограммов. Это классика, всегда в таких моделях с сушкой сушить можно с качественным результатом поменьше, чем стирать. Дизайн, вроде вполне классика, современная. Белый корпус, большая дверца люка, эффектная темная панель управления, вроде бы тоже, не сильно удивляет. Но это пока не включишь машину. Включаем и видим, что поворотный регулятор выбора программ стирки, который, на первый взгляд, тоже такой вполне обычный, вообще-то с интегрированным дисплеем. Давайте поближе на него посмотрим. Сюда выводится продолжительность стирки при выборе программы, и время до ее окончания в процессе. А также отображается статус некоторых опций, связанных, понятное дело, со стиркой. Активна или нет, например, опция ускоренной стирки, применимая с определенными программами. Или опция без складок. Это когда по окончании стирки машина периодически перетряхивает белье, вращая барабан кратковременно, чтобы вещи не слеживались, не появлялся там запах неприятный. Это если вы знаете, что не сможете вынуть сразу постиранное, можно включить. Ночной режим, стирка с минимумом шума, со сниженными оборотами отжима. И еще на этом дисплее есть информация об активной или нет блокировке панели управления. Это так называемая защита от детей. О таймере отсрочки старта, если он активирован, и о блокировке дверцы, заблокирована или нет. В общем, на мой взгляд, выглядит такой дисплей в программаторе не только круто в смысле эстетики и вообще так высокотехнологично, но и он вполне полезен и информативен, что приятно. А то всякое в современной технике случается. Так, дизайн дизайном, прикинули, как она будет смотреться в вашей ванной. Теперь давайте продолжим о том, что, собственно, она умеет. Вы видите, что она у нас уже стирает наш традиционный тест. В этот раз стираем объемный халат и вместе с ним махровое полотенце. Испачкали всякой всячиной и включили программу хлопок, и еще добавили сушку. В финале видео увидим, как все отстиралось и высушилось. О программах стирки, собственно, вы сами все видите на экранах своих прекрасных гаджетов. Слушайте, Gressel — это современная стиральная машина, есть тут все необходимое, конечно, для стирки разных вещей. Аж 15 программ. Из того, на чем хочу отдельно остановиться, циклы для шелка, шерсти, другие сюда вещи и ткани, требующие особо бережной стирки, тоже можно, это есть. 15-минутная стирка для легких летних вещей, для новых вещей из магазина тоже есть. Отлично. Еще мне нравится, что есть циклы для рубашек. Можно всякие блузы, футболки, джемперы стирать тоже с помощью этого цикла вполне.
И есть отдельный режим для нижнего белья. Я вот стираю дома обычно отдельно трусы и носки. И мне кажется, на этой программе можно как раз. Плюс тут и сушка тоже добавляется, чтобы всю эту мелочь быстро высушить, а не развешивать потом. Цикл дезинфекция. Это чтобы в воде горячей 60 или 90 градусов стирать вещи, требующие такой стирки серьезной. Ну и, конечно, устойчивые к воздействию таких температур вещи должны быть. Программа для пуховиков и других пуховых вещей с загрузкой до 2 килограммов и отжимом с невысокой интенсивностью до 800 оборотов в минуту. А вообще тут 1200 оборотов в минуту вот в этой машине отжим. Как раз, кстати, для таких вот халатов, полотенец махровых, как у нас. Такая интенсивность, она вот самое то. Для остального рекомендую поменьше. Отдельно отмечу систему выведения пятен. Тут можно выбрать тип пятна, по происхождению, что просто удобно для нас, для пользователей. Основные, конечно, тут обозначены типы. Вы выбираете и добавляете к той или иной программе стирки. Суть вообще такой технологии в том, что составляющие моющих средств, влияющие на отстирывание тех или иных загрязнений, максимально сильны, раскрываются при немного отличающихся температурах. Все вокруг 40 градусов, но может быть немного меньше, 38, например. И вот тогда определенные пятна с большей вероятностью отстираются. И машина создает во время стирки вот такие оптимальные условия для отстирывания того или иного типа пятен. Но если пятна, например, на джемпере разного происхождения, выбирайте здесь опцию «Микс». Еще момент, напрямую связанный с качеством стирки. Это даже не один момент, а целых 5 дополнительных полосканий тут доступно, можно добавлять к разным программам стирки. Явно такая дополнительная гигиена. Иногда бывает, что не выстирывается шерсть, например, если линяет домашнее животное и может много на вещах шерсти. А с дополнительными полосканиями норм все будет, явно больше шансов. Моющее средство удаляется точно и по максимуму, особенно если порошок используется, это актуально. И вообще людям со склонной к аллергическим реакциям кожей, думаю, тоже окей. И детские вещи можно, опять же, дополнительно полоскать. Кстати, тут есть и программа специальная. Ее название зачем-то по-английски написали на панели управления, остальные почти все по-русски, может, не смогли перевести на английский язык, он такой, да. Allergy Care называется цикл, мой вольный перевод, антиаллергия или антиаллергенный уход. Дарю производителю. Программа эта тоже рекомендуется для детской одежды, и для одежды людей, склонных к различным аллергическим реакциям тоже. И рядом еще один цикл с названием по-английски. Вообще есть ощущение, что это еще такая дополнительная опция, изучения английского тут. Что ж, похвально. Air Wash программа называется, это по сути стирка без воды, то есть освежение вещей потоком воздуха и паром можно использовать для вещей, которые раз надели, они еще не грязные, стирать часто не хочется, и можно освежить. Для вещей, которые провисели долго в шкафу, например, перед летом чего-то достаете, сдувается пыль, ворс, минимизируются запахи какие-то. Так, и давайте про сушку. Смотрите, я всегда придерживаюсь позиции, что если есть место, возможность, приобретайте отдельную сушильную машину, ставьте в колонну и наслаждайтесь новым качеством жизни. Серьезно. Но когда нет возможности такой, стиралка с сушкой – нормальный, разумный компромисс. Тут в этой модели Gressel полноразмерный, напомню, а значит вместительной, до 6 килограммов можно сушить за раз. Есть специальный цикл, который как раз позволяет и постирать, и высушить 6 килограммов вещей. Или можно добавить сушку к части программ стирки просто, или вообще использовать только одну сушку. Сверяйтесь с руководством по эксплуатации, там даны рекомендации по загрузкам, оптимальным для сушки. Лучше их плюс-минус соблюдать, чтобы на выходе иметь устраивающий результат. Для стирально-сушильных машин, где объем барабана не такой большой все же, как в отдельных сушилках, это особенно важно.
Машина современная, так что тут сушка с градациями, несколько вариантов. Можно сушить по полной, чтобы сразу в шкаф убрать на хранение или надеть. Вещи полностью сухие. Под утюг сушка, вещи остаются слегка влажными, так их легче гладить. И максимально бережная сушка с невысокой температурой подаваемого к вещам воздуха, чтобы точно все без деформации обошлось и без прочих проблем. Для вещей, требующих деликатного ухода. Еще важнейший момент – мотор. Дело в том, что Gressel один из немногих сейчас брендов, у которого есть не просто инверторный мотор, но инверторный мотор с прямым приводом в части моделей стиральных машин. Технология не новая, но в последние пару лет у нас в обзорах машины с прямым приводом закончились. А наши обзоры и тесты – это же во многом отражение того, что происходит, что нового появляется на российском рынке. Прямой привод, инвертор Direct Drive, это реально надежные современные моторы с гарантией, между прочим, 10-летней. Тут нет изнашивающихся щеток мотора, нет в конструкции передаточного ремня и шкива. Мотор напрямую крепится и вращает стиральный барабан. Это и снижает энергозатраты, и обеспечивает разнообразие вариантов движения барабана. Меньше шума во время стирки, машину реально практически не слышно. Разве что плеск воды. Хотя отжим, конечно, по-прежнему остается довольно шумным этапом, как в любой стиральной машине. В общем, инверторный контроль мощности и прямой привод – это действительно современное решение для стиральной машины. При всем моем уважении к труду дизайнеров, но она же красивая, да, наличие такого мотора поважнее будет этого красивого дисплея, да, в поворотном программаторе. Впрочем, здесь есть и то, и другое. И да, прямой привод позволяет стиральной машине ощутимо точнее определять степень загрузки. Тут есть эта функция, чем это делает машины без прямого привода. Технологии разные. Там это все определяется по объему воды, который впитали вещи при первом заливе. А здесь загрузка определяется еще до поступления в бак воды. По сути, считывается усилие, которое нужно для вращения загруженного бельем барабана. И исходя из этих данных, достаточно точно рассчитывается загрузка и оптимизируется время потребления воды и в итоге электроэнергии для стирки. Все постиралось и высушилось. Вынимаем и халаты, и полотенца. Смотрим. Собственно, чистый и сухой халат я с удовольствием даже надел сразу. Могу повертеться, чтобы вы рассмотрели, что он реально чистый и сухой. Но если бы были какие-то недосушенные места, например, было бы это видно тоже. Нет, все нормально. С полотенцем тоже все окей. Тостер рекомендует эту стирально-сушильную машину Gressel. Вы все видели сами. Постирала и высушила хорошо. Загрузка вообще большая. Инверторный мотор с прямым приводом. Это очень круто. Много программ стирки, сушка, режим освежения одежды без стирки, воздухом и паром, технология выведения пятен. Еще отмечу режим очистки барабана. Его желательно использовать, если вы стираете в основном в воде до 40 градусов. Этот цикл с горячей водой удаляется мыльно-жирный налет, который может возникать, и другие загрязнения барабана и бака. И, конечно, крутой дизайн, интересное управление с дисплеем в программаторе поворотном. Еще тут есть самодиагностика. Иногда запускайте, полезно, если что-то не так будет, то на дисплее информация и номер ошибки, и можно самому понять, где проблема, и мастеру тоже легче будет, но это если понадобится. Надеюсь, что нет. У Gressel, кстати, все хорошо с гарантией. На мотор 10 лет, я уже говорил, а вообще на машину 3 года. Этот тостер мы не делаем из домашней техники сенсацию, зато подробно рассказываем о том, как она реально работает и какая нам с вами от нее польза. Делитесь этим видео с теми, кому нужна хорошая стиральная машина с сушкой. Мы есть на всех главных площадках: YouTube, Рутюб, ВК, Видеодзен. Заходите также на сайт Toster.ru. Есть мы в Телеграме и даже в Одноклассниках. Не только наше видео там найдете, но и много другого интересного о доме и быте от нашей команды. До новых обзоров и тестов. Пока!